Здравствуйте, доброго времени суток всем, кто присоединился к нам. Рады Hello, приветствовать everyone. Hello, everyone, and good time of the day for everyone who is with us today. Мы рады приветствовать вас на 4-м семинаре по хроническим болезням доктора Джоса Айсека. Welcome for the 4th seminar on chronic disease by Dr. Джос Айсек. Сейчас несколько коротких сообщений. Следующий вебинар, 5-й, последний в этой серии, состоится 8 апреля в 17:00 по московскому времени. A few small announcements. The last seminar of this series, 5th seminar, will happen on April 5th. What time? What time? 17:00. At 5 p.m. Moscow time. Семинар доктора Джос Айсека в Москве состоится с 12 по 20 апреля. Подробности будут в чате конференции, а также в Инстаграме и Фейсбук. The seminar of Dr. Jos in Moscow starts on 12th of April, from 12th to 20th of April in Moscow, and information will be also in chats and also in Instagram and on Facebook. В конце теоретической и методологической части этого вебинара вы сможете опять задавать вопросы, и доктор Джос ответит на них в последних полчаса. Yeah, this seminar, at the end of the seminar, as usual, we will have a question and answer period. It will be half an hour will be this question and answer period. So please send your questions. Мы будем рады, если вы поддержите организацию наших вебинаров, и для этого реквизиты будут выставлены в чат. We will be very happy if you would be able to support our webinars, and the requisites for your donations would be shown in information about webinar. Hello, Dr. Джос. Welcome. Здравствуйте, доктор Джос, и мы вас приветствуем. Okay, dear friends, colleagues, we have already discussed the first part of the chronic disease theory. Мы уже обсудили первую часть хронических болезней. Especially psora and latent psora. Мы обсудили вопросы псоры и латентной псоры. And now we are going to the next miasm, the syphilis and psychosis. А сегодня мы будем говорить о сифилисе и сикозе. See, when you read chronic diseases, you will come across a statement that 7/8 of all chronic diseases are due to psora. Когда вы читаете хронические болезни, вы встречаетесь с И на последнее предложение не было слышно твоего перевода. Да, вы услышите, если прочитаете хронические болезни, то вы встретитесь с утверждением, что в основе всех хронических болезней лежит псора. But nowadays we find around 7/8 of chronic diseases are due to syphilis and psychosis. Но сейчас в современном мире мы видим, что 7/8 всех хронических болезней связаны с сифилисом и сикозом. Although the mother of the other two miasm is psora, we don't find psora as such in many other patients now. Несмотря на то, что псора является матерью всех болезней, мы сейчас не видим так много псор среди пациентов. For example, around the world, the main chronic diseases are hypercholesterol, hypertension, hyperglycemia, arthritis, allergy, hypothyroidism, like that. Потому что в мире сейчас, если мы посмотрим, основными болезнями являются гиполипидемия, гиперхолестеремия, диабет, высокий сахар, гипотироидизм, артрит и подобное. So nowadays we find more chronic diseases with the syphilis and psychosis.
То есть мы видим больше болезней, относящихся к сифилису и сикозу. But at the same time, the base mysom, or the root cause of all the mysoms, or the mother of mysoms, are sora. Но тем не менее, основой болезни, корнем болезни и матерью всех болезней все равно является псора. So what Hanuman says is only because sora was there, we got the other two mysoms, the syphilis and psychosis. Ханеман говорил, что только в связи с тем, что присутствует псора, мы получили два других миазма, сифилис и сикоз. So primarily the susceptibility came from sora. То есть основная восприимчивость организма, она связана с наличием псоры. Or sora prepared the soil for the other two mysoms to grow. Или мы можем сказать другими словами, что псора подготавливает почву, на которой могут вырасти два других миазма. For example, nowadays we see most of the diseases having all the three mysoms. Большинство болезней, с которыми мы встречаемся, у них присутствуют все три миазма. Like arthritis, for example. Если мы возьмем артрит, например. The beginning stage is stiffness, pain, swelling, etc., which is inflammatory. На первых этапах боль и скованность являются воспалительными на первом этапе. And it is soric. И вот этот воспалительный процесс относится к псоре. So this phase will continue for 5 or 6 years. Эта фаза продолжается 5-6 лет. And then we see the Ashraf nodules, the rheumatic nodules forming in the joints. И после этого мы видим появление узелков на суставах. So this nodule formation is psychotic. И формирование вот этих уплотнений, утолщений узелков является психотическим. And then it goes to the degenerative stages. После этого возникает фаза дегенерации. The syphilitic stage. И это уже сифилитическая фаза. So the beginning is sora, that is the mother. Then came the psychosis. Then came syphilitic mysom. In a case of rheumatic complaints. То есть при ревматической суставной патологии мы сначала видим, что появляется воспалительная псора, потом сикоз, а после нее сифилис. Сифилитическая стадия. Likewise in carcinoma also. То же самое при случае рака карциномы. In the beginning we see some nodules in some part of the body or a slight growth. Вначале мы видим тоже какие-то уплотнения, какие-то узлы в разных частях тела. An enlargement in the breast or somewhere. Например, в груди. Then it goes to the psychotic stage where it grows further or into metastasis to other organs. И потом происходит психотическая стадия, когда появляются метастазы или появление опухолей в других частях тела. And then to the syphilitic stage, that is the degenerative stage with the hemorrhage or ulcerations, everything. И на третьем этапе у нас происходит стадия дегенерации с разрушением, с кровотечениями, изъязвлениями и так далее. So there also what we see is the sora in the beginning, then the psychosis, then the main mysom is syphilitic mysom. То есть сначала мы видим псору, после нее сикоз и последний сифилитический миазм. So like that, most of the chronic diseases are in this order now. Sorry? Most of the chronic diseases have these three different stages. И если посмотреть, основные все хронические болезни, они проходят через эти три стадии. Beginning is soric stage, then the psychotic stage, then the syphilitic stage. В начале псорическая фаза, потом психотическая, в конце сифилитическая стадия.
Or in some cases, first the psoric stage, then the syphilitic stage, and then the psychotic stage. А в некоторых случаях иногда даже происходит наоборот. Сначала стадия псорическая, потом сифилитическая и в конце психотическая. But in all these diseases, we see psora is the beginning. Но во всех этих болезнях все начинается с псоры в начале. So that's why we say psora is the mother. Именно поэтому мы говорим, что псора является матерью болезни. And because of this more suppression nowadays, it goes very fast to the next myasm. И в связи с тем, что происходит очень много подавления, супрессии, переход с псорической стадии в следующую происходит очень быстро. So what Hahnemann says is, in the beginning, it was mostly psoric. Then in 1493, syphilis came to be known. Ханеман говорил, что вначале все была псора, и примерно в 1493 году появился сифилис. So by 1500, syphilis started breaking out. Примерно в 1500 году сифилис стал, появились много вспышек сифилиса. And psora combined with syphilis. И в это же время псора начала комбинироваться, сочетаться с сифилисом. When syphilis was suppressed by mercury. Это началось тогда, когда сифилис начали подавлять лечением ртутью. So you know, syphilis. In syphilis itself, the first stage was a chancre stage, and it was suppressed by mercurial ointments or preparations of mercury. Вы знаете, что на первой стадии сифилиса появляется шанкр, и этот шанкр мазали, подавляли либо разными ртутными мазями или другими мазями наружными, в которые входила ртуть. So when it is suppressed, it went to the next stage. И в тот момент, когда происходит подавление, организм выходит на следующую стадию. And then the last stage, that is the third stage of degenerations. И появляется третья стадия, которая последняя стадия, это дегенеративная стадия, разрушения. The last stages of or the tertiary stage of syphilis is ulcers, gangrene, necrosis, etc. И мы знаем, что третья, последняя стадия сифилиса – это изъязвления, гангрены, некрозы. So that's why J.H. Allen said, when psora gets combined with the syphilis, he termed the myasm tubercular myasm. Поэтому Аллен говорил, что в тот момент, когда псора соединена с сифилисом, появился туберкулярный миазм. So, I told you in the history of diseases, there was a period when tuberculosis was predominant throughout the world. Я говорил уже вам, что было время, когда основной доминирующей болезнью в мире был туберкулез. So this was the period in which the psora and the syphilis was combined and produced a disease like tuberculosis. Это было то время, когда псора соединялась с сифилисом и появлялся туберкулез. So in tuberculosis, what we see is ulceration of the lungs. Это то, что мы видим при туберкулезе. Происходит изъязвление в легких. The first it starts as an inflammation, then it goes to the ulcerative degenerative stages. То есть начинается все с воспаления, а потом появляются каверны, появляется изъязвление и дегенерация. Then coming to how you can diagnose the syphilitic miasm. По каким признакам мы можем продиагностировать сифилитический миазм? See, there is a talk like this. Why should we know the miasm behind in each stage of a disease? Задается вопрос, зачем нам нужно знать, какой доминирует миазм на каждой стадии болезни?
We need to know the myasm behind, because when the symptoms changes, we know that the myasm, the predominant myasm is changing, and that helps us to arrive at the correct, exact simillimum. Почему это важно? Потому что когда меняется стадия болезни, появляются новые симптомы. И в этой ситуации нам нужно назначить новый симилимум для этой новой стадии болезни. Правильный симилимум для конкретной стадии болезни. Also, one should know which is the predominant underlying myasm. И, конечно, нужно знать, нам какой доминирует, какой под этим всем находится доминирующий миазм. Many people, for example, in arthritis, they start with a rustox or a bryonia or a causticum. Например, в случае артрита многие люди начинают с лечения с рустокс, бриония, каустикум. And continued giving this same remedy in different higher and higher potencies for a long time. И продолжают давать этот препарат очень долго, продолжают давать этот препарат долго, слишком долго. I have seen people giving Rostox for even 1 year. Я видела, когда люди давали Рустокс в течение года. But if they could give a remedy like Tuja in between or after Rostox, they can arrive at a complete cure at a very speedy time or in a short time. Но если, например, в таком случае после Рустокс пациенту дать Тую, то можно вернуться, то можно достичь излечивания, полного излечивания в гораздо более короткий срок. So knowing the myasm, the predominant myasm in each stage of the disease is very important. Поэтому знать доминирующий миазм на каждой стадии болезни очень-очень важно. Some people may come to you at a predominantly psoric state. Многие люди приходят к нам в преимущественно псорическом состоянии. So you can start with a psoric remedy. И в это время вы можете начать с псорического препарата. Then, when this stage is cleared, you know that there is another myasm behind, and you can switch on to an antipsychotic remedy. Но когда мы видим, что эта стадия завершена, мы можем поменять лечение и дать более психотический препарат. Unless and until you know the predominant myasm, your knowledge about that disease is not complete. Если вы не знаете или не понимаете, какой миазм в этот момент доминирует, то ваши знания об этой болезни неполные. So that's why you should know the myasm in each stage of a disease. Поэтому вы должны понимать, с каким миазмом вы имеете дело на каждой стадии болезни. Now we go to how to identify the syphilitic myasm. Давайте поговорим о том, как мы можем идентифицировать наличие сифилитического миазма. So we will start from the mind, mental symptoms. Давайте начнем с ментальных симптомов. One of the main mental symptoms of syphilitic myasm is depression. Один из самых главных признаков сифилитического состояния сознания или психики – это депрессия. They themselves lose interest in living. Человек в этот момент теряет интерес к жизни. And when this depression increases and increases, it goes to suicidal stages. И чем больше углубляется это состояние, человек входит в суицидальное настроение. And another important thing is they are slow in comprehension and very forgetful. Кроме того, меняется постепенно усиливается плохое понимание и проблемы с памятью. Mostly they are introverts. Mostly they are? They are introverts and melancholic.
Эти люди меланхоличные, они интроверты. They lack confidence. У них нету уверенности. And a sort of idiocy is there. И кроме того, ну, у них немножечко такой идиотизм. Я не знаю, как лучше это сказать. You can think about our remedy Barita-carb. Вы можете подумать о препарате, подобном баритокарбоника. So in Barita-carb, we know that all the milestones are delayed, both physically and mentally. То есть хорошее слово здесь, наверное, будет слабоумие. Как в баритокарбонике, когда все этапы развития задерживаются. So these are the main symptoms which we see in syphilitic miasm. Вот как подобно состоянию баритокарбоники, такого же рода симптомы мы видим у людей, страдающих, у которых присутствует сифилитический миазм. When we teach the students in the college, we usually say syphilitic miasm affects mainly blood, bone, brain. These are the areas. Когда мы учим студентов в колледже, мы говорим, что сифилитический миазм больше всего затрагивает мозг, кровь и кости. So 3B. Это, ну, по-английски это все начинаются с буквы B, поэтому 3 буквы B. Brain, blood and bone, значит, мозг, кровь и кость. So most of the blood diseases are syphilitic in origin, syphilitic. Большинство болезней крови, они по своей натуре сифилитические. Then we have this scoliosis, kyphosis, deformities of the bone and teeth. All are syphilitic. Потом все болезни, связанные с костями, это сколиоз, кифоз, это сифилитические болезни. Also, in some children, we see caries of teeth. And as soon as the teeth comes, caries also comes. Мы видим, когда кариес, рано появляется кариес, как только появляются зубы, вместе с ними появляется и кариес. So they are strongly syphilitic children. Это высокосифилитические дети. And the main remedies are creosote, calcarea phos. Основными препаратами являются криозот, калькария фосфорика, and all the calcareas comes. Все калькерии. And nowadays we see hypothyroidism. Мы видим много гипотироидизма сейчас. And the main remedy for hypothyroidism is kali-carb. Основным препаратом при гипотироидизме является калий-карбоникум. So all the kali groups, all the mercury group, all the aurum group are mainly syphilitic remedies. You said kali group, aurum group and mercury. Mercury group. Все препараты группы калия, группы ртути, меркурий и группы орум, это все золото, то есть это все группы являются сифилитическими препаратами. Then you can see aurum metallicum is our main remedy for suicide. И вот как пример, мы знаем, что aurum metallicum наш главный препарат при суицидальной депрессии. So like that you will be able to assess the syphilitic miasm. That's one way. Это один из тех способов, как мы можем оценить сифилитический миазм. And another important thing is, some people have all their symptoms aggravated during night. Еще признаком сифилитического миазма является ухудшение всех симптомов в ночное время. So this comes under syphilitic miasm. They are predominantly syphilitic. And many children have deformed teeth, like one in the front, one in the back, like that. It is not in a proper arch.
И мы видим, что зубы у детей тоже расставлены неправильно. Один идет вперед, другой идет назад. То есть сама дуга, челюстная дуга у них неправильно сформирована. So that's also a syphilitic trait. Это говорит о сифилитическом характере. So deformed teeth. То есть деформированные зубы. Ulceration of the tongue, ulceration of the gums, caries of teeth, all comes under syphilitic myasm. Язвы на языке, язвы десен и кариес. Все сифилитическое. So the main remedies here also, if you think about it, you will get a better idea. И вот основные препараты, когда вы это увидите, вы поймете. The main remedies are Merxol, Основными препаратами являются Mercurius solivus, Calicinatum, калицианат, then in phosphorus, фосфорус, calcarea phos. калькерия фосфорика. So all these are basically more of syphilitic myasm, comes under more under syphilitic myasm. Все эти препараты все работают хорошо на сифилитическим миазмом. Then desires and aversions. Следующее пристрастие и отвращение. I told you syphilis has aggravation in summer, and because of that they like cold food. Мы уже говорили о том, что сифилитические проявления хуже летом, и поэтому пациенты сифилитические предпочитают холодную еду. You can just think of phosphorus, which prefers icy cold water. Например, фосфорус, который любит ледяную холодную воду. And they have an aversion to meat. У них бывает отвращение к мясу. Because most of the tubercular patients does not like meat. В основном, tubercular patients don't like meat. They usually love meat. No, they eat meat. They sometimes eat meat, but the meat will not remain in the body. They become leaner and leaner. Okay, so they don't tolerate meat. They eat meat, but they don't tolerate meat. Yeah. Это просто было не совсем понятно. Not absorbed properly. Мы знаем, что туберкулярные пациенты, они едят мясо, но плохо усваивается, оно плохо переваривается. Они его плохо переносят. Then we go to the extremities and joints. Теперь давайте посмотрим на конечности и суставы. We know that many of the arthritis patients have aggravation during night. У многих пациентов с артритом ухудшение происходит ночью. And in arthritis, what we see is in the later stages or in the final stages, we see the predominance of syphilitic myasm and degenerations. И мы знаем, что при артрите уже, когда возникает дегенеративный артрит, то мы видим разрушение. Then, coming to the skin. Кожа. You know that in psora we see, with skin eruptions, there will be severe itching. Мы знаем, что у псоры поражение кожи сопровождается сильным зудом. But in syphilitic myasm, there is no itching. Но у сифилитического миазма нет зуда. There is no itching. And one thing more we see is the gangrenes, ulcers, varicose ulcers, other ulcers. Наоборот, мы видим здесь язвы, варикозные язвы. Then pus with the offensive odor. Мы видим здесь гной, дурно пахнущий гной. So that's why our graphitis, petroleum, etc. are psoric, syphilitic. Поэтому препараты такие как графит и петролиум, они псоросифилитические. Our heparsulf, silicea are all more syphilitic. Пороsyphilitic. Гепарсульфур, силика, они в основном сифилитические.
And many of the hemorrhagic conditions are also syphilitic. Состояния, связанные с кровотечениями, в основном сифилитические. Then comes I told you they prefer always cold food and everything cold, and aggravation from heat or summer. Эти люди всегда предпочитают холод, потому что им всегда хуже от тепла, хуже летом. And another important thing which we have to discuss is the main anti-syphilitic remedies. Давайте поговорим о главных антисифилитических препаратах. So just remember the three main groups like mercury, kali group, aurum group. Помните три главные группы: группа ртути, группа калия и группа орум, золото. In kali group comes causticum also. Помните, что каустикум относится тоже к группе калия. Then you can think about the lachesis. И еще сюда же относится к антисифилитическим препаратам лахисис, Calcarea phos, калькария фосфорика, phosphorus, фосфорус, heparsulf, silicea, fluoric acid, гепарсульфур, силицея, ацидум флорикум, pulsatilla. пульсатила. So these are the remedies which you have to think of mainly as anti-syphilitic remedies. Это те препараты, о которых мы можем говорить как главные антисифилитические препараты. So the main king of anti-syphilitic remedies are основной в антисифилитических препаратах. Syphilinum, that is the nosode. Основные это сифилинум, это назот. Then the mercury. Меркуриус. So these are the king of anti-syphilitic remedies. Это короли антисифилитических препаратов. So like that we see in each miasm, there are some king of anti-miasmatic remedies. For example, soranum. Sora. У каждого миазме существуют свои короли. Если псора это... The main antisoric remedies are... В псоре самыми главными антипсорическими препаратами являются... Soranum. Псоринум. Sulfur. Сульфур. So these are the main antisoric remedies. Like that in psychotic. Антипсорические. Это были главные антипсорические и главные антипсихотические. In psychotic also we have one nosode, that is medorinum. У нас есть назот, это медоринум. Then nitric acid and tuja. Ацидум нитрикум и туя. So these three are the main antipsychotic remedies. Это три самые главные антипсихотические препараты. So I think we have discussed the syphilitic miasm. And if anybody has, I am going to wind up the syphilitic miasm now. So if anybody has any doubts about the syphilitic miasm, we will discuss for a short while, and then we will go to the psychotic miasm. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу сифилитического миазма, задавайте, и потом мы будем говорить о психотическом миазме. Any questions? Есть какие-то вопросы? Сейчас я смотрю. Может быть... Я думаю, можно поднять руку тогда. Если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку. Нажмите кнопка «Поднять руку». Есть кто-то? Может быть, я просто не вижу здесь. Any questions?
Какие-то есть ли вопросы? Я не вижу вопроса конкретно по сифилитическому миазму. Может быть, Ольга, может быть, вы видите что-то? Был вопрос, каким миазмом является метрорагия? О, вот кто-то поднял руку. Galaxy A6. Оля, Рома, может быть, дайте, пожалуйста, человеку задать вопрос. Слышно меня? Да, да. Скажите, пожалуйста, сахарный диабет. Цифра сахара, значит, заболела ночью ребенок, но сахар поднимается, очень сильно гуляет, от 17 до 3 самостоятельно. Это вот что-то медориновское, сикотичное, или это все-таки сифилитичное? В чем вопрос? Просто сформулируйте вопрос короче. Вот какой вопрос вы задаете? Сахар сам поднимается и резко опускается. Вот такая вот. Окей. И это диабет первого типа, да? Да, совершенно верно. Начался он ночью у ребенка, то есть самое первое, что было, да, ночью. Okay. Dr. Joss, question is, in the child with diabetes type 1, when the first raise of sugar, the first event was at night, and now this child have increase and decrease of sugar spontaneous, so it goes up and goes down with no reason. Are we talking here about syphilitic miasm or something else? Mostly syphilitic miasm, and usually this type 1 is seen in infants, from birth. And in our materia medica and keynote, it is given Crataegus is the remedy for juvenile diabetes. I got good results with the Nexomica, tuberculinum, syphilinum. These are the remedies which I am using. Да, в основном это сифилитический миазм, и он часто, он начинается с детства, вы, видимо, он упомянул слово младенцев, даже у младенцев. В материи медики указан, что препаратом является Кротегус, но у него хорошие результаты, у доктора хорошие результаты были на нуксвомике, сифилинуме и туберкулинуме. But you can try constitutional remedies. Вы можете еще попробовать конституциональные препараты. Спасибо. There was a few questions more. Metrorrhagia is a syphilitic miasm? We cannot say because all metrorrhagia are not syphilitic, but some are psychotic also. It depends on the cause of metrorrhagia. Мы не можем сказать, что метроррагия это всегда сифилитическая, потому что она может быть и сикотическая, важно откуда она. Я выбираю те вопросы, которые касались сифилитических миазм. Most of the time what we see is women who have fibroid have profuse bleeding for several days, and it is actually psychotic plus syphilitic. That means, that means this fibroid has gone some degeneration, and now fibroid is there for a long time, and now it has undergone, or it has gone to the syphilitic stage, and hemorrhage has started. Вот хорошая иллюстрация. Например, бывает метроррагия может быть связана с большим фибромиомой. И фибромиома была долго, и когда она переходит, уже в организме была долго, и когда она выросла и начинается сифилитическая фаза, то начинается кровотечение. То есть это сикотическое, сифилитическое проявление. So hemorrhage is basically syphilitic and tubercular. Кровотечения обычно сифилитические и туберкулярные.
Следующий вопрос был. Базилиома медленно растет, изъязвляется, но не метастазирует. Это тоже сифилитический миазм? Question is basilioma, the skin cancer, is growing slowly, is ulcerating, but does not, but don't give any metastasis. Is it syphilitic? Its nature? No, it is primarily psychotic. Then now it is going to the syphilitic stage. Because in the beginning there was no bleeding. Now only the bleeding started. So it is going more to the syphilitic side now. We are talking about basilioma. They're not talking about bleeding, they're talking about metastasis. Metastasis is on that stage is mostly psychotic. But there is no metastasis, there is only ulceration. For basilioma, there is ulceration, no metastasis. If ulceration has started, it is going from the psychotic stage to the syphilitic stage. Значит, по поводу базилиомы. Базилиома, которая не метастазирует и только изъязвляется, переходит через из психотической стадии в сифилитическую. Следующий вопрос. Какие наследственные проявления сифилитического миазма? И какие факторы извне могут вызвать развитие литического миазма? Лекарственные препараты, переливание крови, радиация и прочее. There are two questions. General, what are hereditary? How can we see what signs and symptoms of hereditary syphilis, not syphilis, syphilitic miasm, and what factors can cause the development of syphilitic miasm? For example, drugs or blood transfusions or radiation, etc. So what additional? Any kind of suppression by radiation or drugs or anything can worsen the syphilitic miasm. Любой вид супрессии может вызвать развитие сифилитического миазма. Любой вид супрессии, может быть радиация, лекарства, любой вид супрессии. And what are hereditary manifestations of syphilitic miasm? See, any of the diseases which comes under syphilitic miasm, if it is there in the father or mother, the child will get any one of the syphilitic diseases or any disease on the syphilitic stage. Если у отца и матери есть проявление сифилитического миазма, доминирует, то ребенок может получить любую сифилитическое, ну, третичное или уже сифилитическое заболевание или любую болезнь, которая находится на стадии сифилитического миазма. I will tell you an example. Some people, after detecting a carcinoma, within 6 months or 1 year, it progresses very fast and ulceration, hemorrhage, everything comes and dies. So there, the hereditary transmission is hereditarily they have or their family are predominantly syphilitic. Например, если при развитии, если в случае рака очень быстро в течение года уже начинаются всевозможные сифилитические проявления, изъязвления, кровотечения и так далее, то это говорит о том, что этот пациент и семья, из которой он произошел, находилась в основном именно на сифилитической стадии. Like that, one more example I will tell you. Some people get arthritis. And within 1 or 2 years, they become immobile because in their family, the main predominant miasm is syphilis, and this arthritis very fast went from the psoric stage to the syphilitic stage and became immobile. Или вот, например, в случае артрита. Если пациент, у которого появился артрит уже в течение короткого времени, в течение первых проявлений, в течение года, например, он становится неподвижным, и у него уже начинаются быть проблемы с мобильностью, это значит, что его семья и все проявления у него это сифилитические. То есть вот этот быстрый переход от воспалительной стадии к тому, что он уже не может двигаться, то есть к деструкции,
сустава, это говорит о сифилитическом характере. Another example is varicose vein. Some people have varicose vein throughout their life, but no ulceration. Или, например, вены. У людей бывают варикозные вены, например, всю жизнь, но нету язв. Some people have varicose veins and within 5 years they develop varicose ulcers. They are predominantly syphilitic. А у других людей появляются вены, и уже через 5 лет начинаются язвы. Это говорит, что эти пациенты в основном сифилитические. I think it is clear. Мне кажется, это понятно. Two more questions on the same. Alzheimer is Alzheimer disease. Is it syphilitic? No, actually the actual pathology of Alzheimer's is not yet known. They say that there are certain secretions which are not, coming out, not coming this, they give dopamine and all that. So it can be mainly syphilitic. Да, это может быть. Дело в том, что мы точно не знаем по поводу болезни Альцгеймера, с чем это связано, но потому что, может быть, считают до сих пор, что определенные нейротрансмиттеры могут на это действовать, но очевидно, скорее всего, что это сифилитические заболевания. And beta-carb is one of the most important remedies. И бета-карбоника одна из самых главных препаратов. Chronic myeloleucosis. Окей, хронический миелолейкоз можно ли отнести к сифилитическому миазму? Chronic myeloleucosis, can we consider it syphilitic? Chronic? Myeloleucosis. Myeloleucosis. That means a blood disease. Blood disease, yeah. Yeah, I told you, mostly blood diseases comes under syphilitic miasm. Как я уже говорил, болезни крови переходят на это болезни сифилитического миазма. Blood, bone, brain, periosteum, teeth. Мы говорили мозг, кровь, кости и надкостница. And special sense organs. И все органы чувств. There is a question like this. If ulceration of, извините, вопрос. Если раковая язва желудка на криозоте уменьшилась в 3 раза, то оставаться на криозоте или переходить на мерксол, так как на мерксол хорошо себя чувствует. Окей. If ulceration, cancer ulceration of a stomach, while being taking creosotum, the ulcer decreased 3 times. Should we stay on creosotum or we need to give merksol because patient is feeling well on merksol? No, the best thing is creosote is the main remedy in very ulcerated 4th stage of carcinoma. I think I have shown you many cases. Yeah. So Криозот, sorry, I will translate. Криозот очень важный препарат для 4-й стадии карциномы желудка. Я показывала, когда уже происходит изъязвление, я много случаев таких показывал. And the main thing is the offensive discharges. Главным в этой ситуации являются выделения с плохим запахом. So in many cases, what we do is we give creosote, and after repeating a particular potency for a long time, we usually give cifilinum or marxol as intercurrent or anti-miasmatic. Then again, sometimes we have to go back to creosote. Мы в этой ситуации даем криозотум достаточно долго, а потом на какой-то момент мы можем дать антимиазматическое меркусол или сифилинум, а потом часто нам приходится опять вернуться на криозот. And in some cases, tuja also comes as intercurrent. Иногда в качестве интеркуррентного используется туя. And the best results are obtained in 30 potencies. И самый лучший результат у нас в потенции 30. Another question. Мальчик 3 года, врожденная заячья губа и волчья пасть, полное несращение верхней губы, верхней челюсти и неба слева.
Жалобы на очень беспокойный сон. Он до сих пор не говорит, произносит только отдельные слова, но уже все понимает. Перенес 3 пластические операции, еще одна предстоит. Сифилином 200, калий броматум 30 улучшил состояние со сном. Мальчик гиперактивный, жаркий, не худой, плотненький, крепенький. О чем еще, каких гомеопатических препаратов можно еще подумать, кроме калькареи, карбоники, фосфорики, баритокарбоники. The boy who is 3 years old, he have a hair lip, and I don't remember how it's called in English when there is a you know what I'm talking about. Yes. And he's not sleeping well. He's not talking. He say only a few words. Everything he understand everything. There was 3. He had 3 plastic operations, and 1 more he will have just to fix it. When he received Sifilinum 200 and Calibromatum 30, his sleeping got better. This boy is hyperactive. He's hot, and he's not slim. He's kind of a chubby. And what more homeopathic remedies we can think about other than calcarea, carbonica, and phosphorica, and baritocarbonica? What other remedies except? You can think of natramor, because natramor is one main remedy for speech delay. Вы можете еще подумать по поводу натромуриатикум, потому что натромуриатикум важный препарат, когда есть задержка речи. Another remedy you can think about is tuberculinum, because hyperactive children requires tuberculinum is, you know. И, конечно, вы можете подумать о туберкулине, потому что гиперактивные дети, им требуется туберкулинум. Another question was травматологический сколиоз 4-й стадии, как лечить? Scoliosis after injury on a 4th stage of scoliosis of the 4th stage, what would you recommend? Hypericum. Because it is not due to, maybe not due to myasm. It is a mechanical problem, and it may be due to nerve injury. So you have to think about our trauma remedies like hypericum, arnica, like that. Arnica, after arnica, you can think even of hamamelis, which is complementary to arnica. Если этот сколиоз возник в результате травмы, то в данной ситуации можно лечить его другими препаратами, такими как гиперикум, арника, даже хамамелис, потому что важно, что это именно нужно убрать травматическую часть. And talking about scoliosis, I also have a question. Я сейчас переведу. Girl, 14 years old, which has also, scoliosis and celiac disease. Celiac disease and scoliosis. Probably malnutrition. What you would recommend in this situation? Я сейчас переведу. Когда мы уже говорили о сколиозе, пациентка, у которой целиакия и сильный сколиоз. Вот что можно в этой ситуации подумать? See, the main remedies in scoliosis is calcarea phos, silesia, fluoric acid. These are the 3 main. 3 основные препарата при сколиозе это будет силика, калькерия, фосфорика и ацидум флуорикум. You can think of phosphorus also. Можно подумать о фосфоре. So a remedy which has got celiac disease and scoliosis. В случае целиак болезни сколиоза. You can think of phosphorus or calcarea phos. Вы можете подумать о фосфорус и калькерия фосфорика. То есть, если сочетание целиакии и сколиоза. Okay, can we go to psychosis? I'm checking if there is no any more questions regarding. Somebody written their hydrocele. Sorry? I saw somebody writing their hydrocele. Question connected with hydrocele. Yes. Вопрос: травматическая гидроцелия является ли стигматическим миазмом, и что можно посоветовать ребенку, у которого нет других симптомов, кроме безболезненного пролапса левой яичка.
So question is, traumatic hydrocele is a psychotic miasm. What you suggest for a child with no symptoms other than painless prolapse in the left scrotum? Thank you in advance. No, trauma is not belonging to any miasm. Травма не относится ни к какому миазму. So there you have to use arnica conium. В этой ситуации, если это произошло именно травматическое, именно в этой части, арника и кониум. But in children with hydrocele, I got very good results with the rhododendron. Но у мальчиков с гидроцелией, у детей с гидроцелией у меня были хорошие результаты на рододендроне. Okay, can we go to psychosis? Yeah, все, можем ли мы перейти сейчас к психозу? Okay, now we will go to psychosis. Actually, we are all living in a world of a period of psychosis. Мы сейчас переходим к психозу, потому что мы сейчас живем в эпоху психоза. So that's why I told you the main 5 chronic diseases which we have predominantly during our period or our life is due to mainly psychosis. Поэтому все основные 5 болезней, которые мы сейчас видим, это психотические болезни. That doesn't mean that everybody has gonorrhea. Это не значит, что у всех есть гонорея. Only thing is we have the gonorrheal stigma. Все, что у нас сейчас есть, это гонорейная стигма. Robert says that now some people may ask, I did not have syphilis, I never had gonorrhea, so how can I get psychosis? So Robert says you have the syphilitic stigma or the psychotic stigma. Это не значит, что у человека, у которого есть миазм, сифилитический или психотический, это не значит, что он болел сифилисом или гонореей. Люди спрашивают, как такое могло быть, я ничем этим не болел, откуда у меня это? Это не значит, что у человека есть болезнь, это говорит, что есть просто печать, отпечаток. So now what we have with us is an offshoot or after effect of suppressed gonorrhea in the previous generations. Это мы говорим, что где-то в каких-то предыдущих поколениях были эти болезни, например, подавленная гонорея была у предыдущих поколений. And what Hahnemann says is, if there is psychosis, the psychosis will be predominant than the other 2 miasms. И Хадман говорил, что если психоз присутствует, то он будет доминировать над 2 другими миазмами. So we are living in a period of psychosis, predominance. Поэтому сейчас мы живем в эпоху доминирующего психоза. So what happens is when at some point of time the gonorrhea was suppressed and it went to the pelvic organs, creating inflammation there and then overgrowth. Подавленный психоз переходил в органы малого таза и вызывал там воспаление и последствия overgrowth, то есть развитие дополнительной ткани. That's why many men have prostate enlargement and many women have fibroid in uterus or cyst in the ovary. So this pelvic area is the basic one. Поэтому вот органы малого таза это основное место. Поэтому у многих мужчин есть увеличение простаты, а у женщин либо фибромиомы или кисты яичников. And then comes all our hypertrophy of the heart, hypertrophy of the liver, everything. А потом идет увеличение размеров сердца, гипертрофия сердца, гипертрофия печени. So actually in gonorrhea, after the sexual contact, within 5 to 10 days, the person gets the figwort or the condylomata, cauliflower-like growth. Before condylomata, what did you say? Patient figworts, cauliflower-like growth, condylomata. Мы знаем, что при гонорее
При гонорее через 5 дней у пациента начинаются разрастания, либо похожие на головку цветной капусты, либо остроконечные кандиломы. And then it produces a urethral discharge. И потом начинается выделение из уретры. And in males, it happens in the prepuce and glands. У мужчин это начинается на головке полового члена или на половых органах. And in female, it comes around surrounding the pudenda. А у женщины в районе промежности. So this is the primary stage of gonorrhea, or the manifestation seen immediately after, in 10 or 15 days after the infection. То есть это первичные проявления гонореи, которые появляются вскоре после заражения в течение 10-15 дней. Then, once this is suppressed, если эти проявления подавлены, it goes to the next area, that is the uterus, ovary, fallopian tube, then in men, orchitis, testis, prostate, etc. Если эти проявления подавлены, то дальше болезнь идет выше, в следующие органы. У женщины это могут быть матка, фаллопиевые трубы, яичники, а у мужчины в районе, это может вызывать архит, воспаление яичек, простаты и так далее. So in males we see orchitis. У мужчин в основном мы видим архит, Epididymitis, эпидидимит, peritonitis, перитонитис, перитонит and cystitis. и цистит. In females, we see У женщин в основном видим inflammation of fallopian tubes, воспаление придатков, ovary, воспаление придатков фаллопиевых труб, яичников, uterus, маточные, cervicitis, ovaritis, and metritis. воспаление шейки матки, метрит, аварит. So all the growths in the uterus, endometriosis or fibroid, and in the ovary, cyst or fallopian tube, everything is mainly due to the psychotic infestation. То есть все вот эти воспаления придатков, все воспаления органов рвота, матки и так далее, это все уже происходящее там, это сикотический миазм. But in short, now what we see is mostly prostate enlargement, and in men, and in females, fibroid and ovarian cyst. Но больше всего то, что мы видим сейчас, у мужчины это увеличение простаты, а у женщины миомы, фибромиомы матки и кисты яичников. So after these secondary stages, we go to the tertiary stages. Это все вторичная стадия, о чем мы говорим. Where it start affecting the joints. А уже на третичной стадии мы видим поражение суставов. Then the visceral organs like heart, liver, pancreas. И внутренних органов, таких как сердце, поджелудочная железа, kidney, почки, prostate, ovary, and uterus. Опять же простата, яичники и матка. So then the diseases we get are rheumatism, болезни, сикотический ревматизм, carcinoma, рак, diabetes, диабет, hypercholesterol, повышенный холестерол, warts, бородавки, etc. и так далее. Then the main organs affected in psychosis are Основные органы, которые поражают психоз, это следующие. sexual organs, Половые органы, heart, сердце, liver, печень, joints,
суставы. Then another way also this psychosis can come into our body. Еще как психоз может прийти к нам в наше тело. By repeated vaccinations. Это при повторяющихся вакцинациях. So these vaccinations also, repeated vaccinations can produce situations similar to gonorrheal poisoning. Повторяющиеся вакцинации могут произвести на тело эффект подобный гонорейной инфекции. So the main remedies which we use for removing the bad effects of vaccination are. Поэтому основные препараты для того, чтобы убрать эффекты вакцинации, следующие препараты. Tuja, Туя, Silesia, силицея, Antitar, антимониум тартарикум, Mesurium, мизеру. Melantrinum. Last one? Melantrinum. И маландринум. Then, coming to the symptoms of psychosis. Говоря о симптомах психоза, how you will identify a psychotic child or infant? Как мы можем описать психотического ребенка или младенца? One, a child with ophthalmia neonatorum. Первое – это офтальмия неонатурум. Then the second one is snuffles of infants. Blockage of nose. Это заложенность носа у детей. Then the third one is the colic of children. Потом являются колики у детей. And psychotic children are sore smelling. И психотические дети пахнут, от них идет кислый запах. So with these 5 symptoms, you can identify whether the child is psychotic. Это эти основные 4 симптома, 4 признака указывают на то, является ребенок психотическим. So this is the way to diagnose a psychotic child. Это то, как мы определяем психотического ребенка. Then comes the mental symptoms of psychosis. Теперь какие ментальные симптомы психоза? Psychosis is, I told you Sora is intelligent, but psychosis is crooked. Интересно, что я уже вам говорил, что псорические люди, они вот умные. Intelligent имеется в виду, они умные, но психотические люди, они больше хитрые. They have more anger, cruelty, vindictive. У них больше злости, жестокости, и они злопамятные. Suspicious of everybody. Они подозрительны ко всему. Jealousy. Ревнивые. And they will keep all their things secret. И они любят все держать в секрете. So the best thieves, robbers, murderers, etc. are psychotic. Поэтому основные убийцы, грабители, воры психотические. In India, we had the politicians also. К ним же относятся политики. Then the result is they always say they have no diseases, everything, but they are the ones who meet with sudden death. Психоз тоже относится, мы говорим о болезнях, но к психозу относится внезапная смерть. And one more thing is fixed ideas. Еще сюда относится то, что называется fixed ideas, то есть это зацикленность на чем-то. Ну, я, честно говоря, даже затрудняюсь, как лучше всего сказать по-русски. Может быть, Оля, ты мне подскажешь, как это по-русски вы это называете. Но это... Обсессия.
Обсессии. Обсессии, да, правильно. Обсессии с какой-то мыслью. Спасибо. And they are the ones who go to several doctors. They don't believe the doctor also. И это те люди, которые... Suspicious of the doctor also. Да, они часто тоже идут к врачу, потому что они до конца не доверяют, они всегда подозрительные по поводу докторов. Then comes the head symptoms. А теперь симптомы, относящиеся к голове. The fish brine odor of the head. От головы пахнет запахом рыбного рассола. And they feel better by discharges from the nose or the eye or ear. Они чувствуют лучше, когда начинается выделение откуда бы то ни было, из носа, из глаз, из ушей. And in the eye, now we'll go to the eye symptoms. The eye, we see the ophthalmia neonatorum. И в частности глаза, то, что офтальмия неонаторум, это офтальмия имеется в виду воспаление глаз у младенцев. With a thick pus formation. С формированием густого гноя, нагноения. One basic thing in psychotic patients are they are better by discharges. Основное, чем отличаются психотические пациенты, им лучше от выделений. It can be nose discharge, it can be otorrhea, it can be leukorrhea. Это может быть выделение из носа, из ушей или вагинальное выделение. Then coming to the nose. Говоря о носе. The nose block. Заложенность носа. Snuffles in children. Или заложенность носа у детей. So here our main remedies in nose block are puja, ammonium carb. Основными препаратами при заложенности носа являются то и аммониум карбоникум. So these are the two main remedies in nose block. Заложенность носа основные два препарата то и аммониум карбоникум. And another important thing about psychotic nose is anosmia. Еще проявлением психоза является исчезновение, когда человек перестает аносмия, человек перестает чувствовать запахи. So that is the reason why nowadays, when COVID came, many people who are predominantly psychotic lost the smell. И это та причина, почему сейчас, когда появился COVID, одним из самых главных симптомов у многих людей было исчезновение вкуса, исчезновение способности чувствовать запахи. So why I said this is many of the complications in diseases depends on your predominant miasm. Поэтому основные проблемы с осложнениями болезни, я уже говорила об этом раньше, будут зависеть от доминирующего миазма. In COVID, some people got pneumonia. У некоторых людей при ковиде появляется пневмония. And they are the ones who are predominant tubercular miasm. Это те, у кого доминирует туберкулярный миазм. Even thrombosis. Или тромбоз. It is more tubercular miasm, people with the tubercular miasm. Это в основном, тромбоз это тоже в основном туберкулярный миазм. Then coming to the face symptoms. Или теперь лицо, психотическое лицо. Oh, I forgot to tell you the loss of smell. The main remedy is nitric acid, which is one of the kings of antipsychotics. Да, вот хотя забыл вам сказать, при потере запаха одним из главных препаратов является ацидум нитрикум, который это тоже король или королева психоза. Then coming to the face symptoms. Теперь признаки лица психоза. Warty eruptions, moles or papillomata on the face. В частности, бородавки, родинки, папилломы на лице. Then the taste. Вкус. Fishy taste. Рыбный вкус. Then the stomach. Следующее, желудок.
Usually, the psychotic children get frequent colic. У психотических детей частые колики. Or pain after eating something. Или боль, которая начинается после того, что они поедят. They are the ones who prefer beer, rich gravies, fat meats, hot drinks and food. Психотические пациенты, они любят пиво, густые подливы, мясо и теплую еду. It's almost opposite to the syphilitic miasm. Это противоположность сифилитическому миазму. Then comes the abdomen. Теперь брюшная полость. Sour smelling stool. Стул пахнет кислым. Appendicitis, peritonitis. Аппендицит, перитонит. Then coming to the respiratory system. Дальше респираторная система. The more they have the discharges, they feel better. Респираторная система, чем больше выделения, тем лучше они себя чувствуют. And another important area of psychosis is the heart. И еще точка приложения психоза – это сердце. Most of the heart complaints comes from psychotic miasm. Болезни сердца психотические. Palpitation, Пальпитации, diseases, пальпитации, болезни сердца. then hypertrophy of the heart. Увеличение, расширение сердца, увеличение в размерах, гипертрофия. But you know, when we discussed Sora, we said that Sora, the mind has more fears. У псоры присутствуют страхи. The Sora has great fear, like aconite, arsenic, etc., etc. У псоры много страхов, арсеникум, аконит и так далее. Medorinum does not have that fear. У медоринума нет страхов. So they, even if they have the heart diseases, they don't have the fear, and they are the ones who meet with sudden death. У медоринума нет страхов, и это те самые люди, у которых наступает внезапная смерть. Then comes the rectum. Следующая прямая кишка. We all know that main rectal diseases are fistula, fissure, hemorrhoids. Основными проблемами прямой кишки являются фистулы, трещины, геморрой. These are all coming under mostly syphilitic miasm. Это в основном сифилитические проявления. But if this person has psychotic miasm also, it will aggravate like anything. Но если у пациента психоз, то это будет, то у него будут очень сильные обострения этого. You might have come across patients who have hemorrhoids from a younger age, and they are going on with that without much problems. Есть люди, некоторые, пациенты, у которых геморрой начался в раннем возрасте, но они вообще, оно не доставляет им никаких неприятностей. That does not bother them much. Это не очень их беспокоит. But if these patients have psychosis, но если это психотический пациент, it will not be like that. It will be very difficult. Это будет more bleeding, more bleed, ulcerations, everything can come. У них могут быть кровотечения, язвы. Then comes the urinary organs. Теперь мочеполовая система, мочевыделительная. The urinary tract infections are generally psychotic. Все воспаления мочевыводящих путей в основном психотические. Here our main remedy is Cantharis and Thuja. Основными препаратами являются Cantharis и Thuja. Cantharis, Thuja, Medorinum. И Медоринум. Then if the pain is when commencing of urination, the remedy is Staphysagria.
Если боль начинается при мочеиспускании, то это будет стафисагрия. And if it is on the conclusion part, if the pain is on when concluding, it is sarsaparilla. То есть вначале это стафисагрия, а если боль проявляется в конце мочеиспускания, то это сарсапарилла. But in any case of urinary infection, if you want to completely cure it, you need a tuja or medorna. Но если при любой форме цистита или уретрита мочевыделительной системы, то вам в конце понадобится обязательно туя или медоринум. You know, there are people who have repeated urinary tract infections. Есть люди, у которых бывают постоянно повторяющиеся. They are predominantly psychotic. Повторяющиеся циститы, уретриты – это в основном психотические пациенты. Then the other symptoms like leukorrhea. Или, например, лейкория. Offensive. Лейкория, то есть с плохим запахом. Лейкория с плохим запахом. Cervicitis, fibroid, carcinoma, cystic cysts, everything comes under psychosis. Или, например, воспаление шейки матки, фиброиды, все, о чем мы говорили, это все идет под виде Then rheumatism, ревматизм, arthritis, артрит, which are mainly aggravated from damp cold, ухудшающиеся в сырую влажную погоду, gout, подагра. all these comes under psychosis. Это все психоз. And in the skin, we see the warts. На коже мы видим бородавки, Herpes, герпес, papillomas, папилломы, then stitch abscess, мы можем видеть такие колющие абсцессы. all these comes under psychotic skin. Это психотическая кожа. Then the general symptoms are, aggravation from damp cold. Общими симптомами являются ухудшение от сырости, влажности, Amelioration from abnormal discharges. улучшение от неестественных выделений. And I told you the main diseases, which are the common main diseases now, chronic diseases, all belong to psychosis. И все основные хронические болезни, которые сейчас мы видим в мире, они относятся к психозу. Then the main antipsychotic remedy of Hahnemann was Основными психотическими препаратами антипсихотическими препаратами во времена Ханемана были Tuja and nitric acid. Были туя и нитрикумацидум. And afterwards we added the nosode of psychosis, that is Tuja Medorna. И после этого мы добавили к этому назод психоза, это медорин. So now we say the main antipsychotic remedies are Tuja, Medorna and nitric acid. Поэтому мы сейчас и говорим, что три основные препарата у нас медорином, туя и ацидум нитрикум. And the main antipsychotic remedies are И основными антипсихотическими препаратами являются other than Tuja, Medorna and nitric acid is кроме туя, медорином и нитрикумацидом, основными антипсихотическими препаратами являются следующие. natrum sulf, Натрум сульфурикум, Staphysagria, эфисагрия, Mesurium. мизерум. Then we have antitart. Антимониум тартарикум. So these are the main antipsychotic remedies. Это основные антипсихотические препараты. So I think we have covered almost everything in psychosis. Мы и все по поводу психоза мы закончили. We will have a discussion or we can ask questions.
Мы сейчас можем все это обсудить, или у нас есть вопросы. We have lots of questions, Dr. Joe, so can we start? Okay, okay. Yeah. Вопрос. Как следует поменять протокол ведения больных вакцинозом в связи с новыми данными о васкулитах и миокардитах? Question is actually that we started talking about because I think because of vaccinations it's related, but it's more, maybe even more wider. How should we change our protocol of people with vaccinosis, suffered from vaccine, because of new information about many, because after our COVID vaccines, Pfizer vaccine, Moderna vaccine, we see lots of questions about myocarditis and vasculitis and thrombosis after vaccination, not after the disease, sudden death, all kind of this. Should we change something in terms of our protocol before vaccination or after vaccination or something like this to prevent it, to prevent this from happening? The main thing about vaccination is the same dose is given to everybody without taking into consideration the susceptibility of each individual. Значит, я сейчас просто еще добавлю то, что я сказала доктору Джосу. Мы задавали вопрос ему еще до начала по поводу того, что сейчас в связи с вакцинацией мы видим уже много побочных явлений, связанных с всевозможными васкулитами, миокардитами, тромбозами, внезапной смертью и так далее. И что мы должны поменять в том, как мы готовим больных, ну, тех пациентов наших, которым придется вакцинироваться, да, которым придется, да. И доктор Джо сказал, что основной проблемой является то, что всем, вне зависимости от персональной восприимчивости, дается одна и та же доза. Then the complications of vaccines depends on your predominant myasm. И ухудшение, последствия вакцинации будут зависеть от того доминирующего миазма у каждого пациента. And some people get it on the heart, some people on the lungs, some people just a fever. All this depends on your predominant myasm. У кого-то это будет проблемы с сердцем, у кого-то будет пневмония, у кого-то будет температура, зависит от того миазма, который доминирует. Because different people have different miasms predominant in them, we get different types of complications also. Зависимо, потому что из-за этого будут разные, из-за разного миазма будут разные последствия. So this is the situation now. So what to do? Это такова ситуация, что же нам делать? You can assess and find out which miasm is predominant in you. Мы должны понять, какой миазм доминирует. Take a nosode or a main remedy of that miasm. И нужно взять назот или главный препарат этого миазма. In a 200 potency or 1 potency before going for vaccination. В потенции 200, 200 or 1M? Yeah. В потенции 200 или 1M до вакцинации. Then after vaccination, depending on the symptom, you can select the remedies as I told you. И после вакцинации вы можете тоже выбрать препарат, о которых я говорил. Tuja is the main remedy, which covers all symptoms. Туя главный препарат, который может все эти препараты покрыть. But if you develop fever, the best remedy is antimonium tartaricum. Но если, например, начнется температура, лучше всего это антимониум тартарикум. Because many children after vaccination, they develop fevers and some respiratory complaints. We usually give antimonium tartaricum. Потому что у детей после температуры мы даем температуры, возникшей после вакцинации, мы даем антимониум тартарикум. So we can give it to adults as well now. What? Now we can give it to adults as well. To adults after vaccination. Yeah. Сейчас мы можем давать антимониум тартарикум не только детям, но и взрослым после вакцинации.
In some people, we see skin eruptions coming out, or that part where it was injected, they develop skin complaints. У некоторых людей после вакцинации появляются на коже, ну, покраснения или какие-то высыпания, особенно в месте укола. We give Masurian. Здесь можно дать мазериум. Then in some patients, what we see is the neurological symptoms. У некоторых пациентов мы видим неврологические симптомы. The patient becomes very irritable, or child become crying and everything, or they develop something like speech difficulty or something. The remedy mostly is silesia. Если после вакцинации человек становится очень раздражительный, ребенок начинает плакать или возникают проблемы затруднения речи, то препаратом является силицея. In some cases, like a thrombosis. В случае тромбоза. You can think of even tuberculum, phosphorus. Можно думать о туберкулинум фосфорус. So depending on the symptom, you can select the remedy. Все зависит от симптома. В зависимости от этого можно выбрать препарат. And since people are actually having 2 doses, so they have, for example, for Pfizer, Moderna, they have, and AstraZeneca, they have 2 doses. So if they have complications, some complications after first dose, is it wise to use the same remedy just to give it before second dose? Maybe that will help. The same remedy will help. Я просто еще спросила, так как сейчас это дается в 2 дозы, то если у людей возникла проблема после первой дозы, даже небольшие проблемы, может быть, тот препарат, который помог, можно дать перед второй дозой в качестве профилактики. Он сказал, да, может быть, это может помочь. Окей, next question. Лечение хронической крапивницы. В течение года у мальчика 13 лет по 2-3 приступа крапивницы в сутки, начинает гореть тело, потом появляется сыпь, интенсивный зуд. Длительность приступа от 30 минут до нескольких секунд, хуже от физической нагрузки, лучше от охлаждения. Хороший результат дали арсеникум йод 200 тысяч, натриум уреатикум 200 тысяч. Приступов не было 2 месяца после простуды. Проявились кратковременные приступы на натрий-мур, они не проходят. Case of a chronic urticaria of a 13-year-old boy. He had 2-3 outbreaks of hives per day, and it starts with burning sensation in the body, then skin eruption and very strong itch. These outbreaks is only 30 minutes. It could be sometimes 30 minutes, like it's like an outbreak per day. 30 minutes or even few seconds. It's better from cold. Good results are on RCO 201 m. They're not MUR 201 m. At some time there was no, and the last remedy was not MUR. Then there were for 2 months, there was no outbreaks. Then he got cold and it came back. So now, but after it came back, it's like a shorter duration. But not MUR don't work anymore. What would you recommend? This is what I was telling in the beginning. Many remedies help in many conditions. But to cure it completely, you should know the complementary or the miasmatic remedy. So here you could have given a sulfur 1M or a 10M, and the whole case would have been cleared. So this is the very good example that one should have a clear idea about the miasms. Это тот случай, это именно то, что я рассказывал в начале, что многие препараты могут помочь на какое-то время, но потом, но они не дадут полного излечения. Нужно дать глубоко действующий препарат. Именно поэтому я и говорил, что нужно в этой ситуации, если вы дадите сульфур 1М или сульфур 10М, то эта проблема полностью пройдет. Actually, the key for prescription was better by washing with cold water. Главным здесь при назначении является улучшение от мытья холодной водой. So arsenic iodide
But if it is better by washing with warm water, it will be arsenic album. То есть здесь было улучшение от мытья холодной водой, это арсеникум йод, а если бы было лучше от мытья теплой водой, был бы арсеникум альбум. So now when the patient is free of complaint, give a sulfur 1M and later a sulfur 10M after 1 month. Теперь, когда у этого пациента нету жалоб, дайте сульфур 1М, а потом сульфур 10М. Okay, next. Next. Можно ли давать гомеопатический препарат именно во время приступа эпилепсии для купирования приступа? Или нужно ждать окончания приступа и лечить эпилепсию в межприступный период? Can we give any remedy for epilepsy during the epileptic attack or in order to stop it? Or we need to finish, to wait until the attack will be over and then treat epilepsy in cold period without no attacks? See, in organon of medicine, Hahnemann talks about the treatment of paroxysmal diseases. В органоне Ханеман описывает, как нужно лечить пароксизмальные заболевания. In that aphorism, he says, don't give a remedy at the height of the paroxysm. И он всегда говорил, не нужно давать препарат на высоте пароксизма, когда пароксизм на своем максимуме. Already that what you call it has started and you have to wait until it comes down. Нужно подождать, пока он закончится. So the best time for administration of a remedy in epilepsy is in between two paroxysms when the patient is completely free of complaints. То есть лучше всего давать гомеопатический препарат в то время, когда нету пароксизмов и когда у пациента нету никаких признаков болезни. Okay. Следующий. Являются ли миазмы всего лишь стадией развития патологического процесса у каждого отдельного человека и в человечестве вообще? Философский вопрос. Are miasms are only the stage of development of pathological process in every individual person and in mankind as a whole? So it's not related to infection, but it's just a phase of overall development. No, the pathological conditions are produced by the miasms. Патологические процессы формируются миазмами. Different miasms produces different pathology. Разные миазмы дают нам разные патологии. And when there are 3 miasms, in different stages of a disease, you find different miasms predominant. На разной стадии заболевания вы видите доминирование конкретного миазма. Окей. По сифилитическому миазму диструкция большеберцовой кости дистального конца. Рекомендуют замену сустава. Какие препараты можно использовать? For syphilitic miasm, if there is destruction of distal side of the tibia, and with some recommendations for joint replacement. Tibia joint replacement. What type of remedies would you recommend? No, it is like this. What is the symptom modality? Кто написал этот вопрос? Какая модальность? Because it depends on the degree of degeneration of the knee. Это нужно, это все зависит от модальности, от того степени дегенерации в колене. Ответ: we don't have an answer yet. Okay, so I will go, but maybe there would be other. Okay. Если пациент не переносит жары, то какой выбор при сколиозе?
ацидом флюорикум можно ли давать зябкие препараты? For patients which, it's a case in scoliosis, when somebody cannot tolerate heat, what should you do? Acidum fluoricum, question mark. Maybe we can give any cold remedies for cold patients? Yeah, the main remedies I told you, calcarea, silicea, fluoric acid. Out of that, fluoric acid is the hot one. Значит, 3 препарата: калькерия фосфорика, силика, ацидум флуорикум и жаркий препарат для жаркого пациента ацидум флуорикум. You can give syphilinum as antimiasmatic or intercurrent. Вы можете дать сифилинум как интеркуррентный и противомиазматический. Следующий вопрос. У девочки 12 лет с годика кровотечения из носа, точных модальностей нет. В любое время дня и ночи с разных сторон. Фосфорус, калькерия, фосфорик, аммониум, карбониум и туберкулину помогают на время. О чем можно подумать? Девочка перфекционистка, артистка, оскорбляет, отличница, оскорбляет маму и близких. Слабость связок и лодыжки и горла после пения. Girl is 12 years old. From age 1, she had epistaxis, bleeding from the nose. There is no straight modalities. It can be any time of the day, any time of night. It could be from different sides. She received phosphorus, calcarea phosphorica, ammonium carbonium, tuberculinum, and they help just for some time. What else should we think about it? The girl is very perfectionist. She studies very well. She is very artistic, but she can be abusive. She can be abusive towards her mom and towards her family. Then she has weakness of the ankles, and problem with her throat after she sings. And she received already phosphor, calcarea phosphorica, ammonium carbonium, tuberculinum. See, the main remedies for acute bleeding condition is ammonium carb, phosphorus, millifolium. So the main remedies, основные для кровотечения из носа, основными препаратами являются фосфорус, аммониум карбоникум, миллифолиум. Then the miasmatic remedies are thuja. Антимиасматические препараты это туя, туберкулинум. But if it is coming back again and again, но если это все время возвращается, give sulfur high potency. Дайте сульфур высокой потенции. Then another important thing is you have to look and see whether there is any polyp or adenoiditis or something like that which produces this bleeding, or whether this bleeding is a secondary one or a primary one. И кроме того, вы должны понять, может быть, там есть какой-то полип или что-то другое, какое-то другое разрастание, которое может вызывать вот это кровотечение. И вполне возможно, что это кровотечение является вторичным. Next question. Поведенческие нарушения, такие как зависимость алкогольная, пищевая, сексуальная, извращения сексуальные, пищевые. Это лютический миазм. The behavioral problems such as addiction, for example, alcohol addiction or food craving addiction, sexual perversion, or perversion in eating. Is it all syphilitic miasm? Mainly syphilitic. But you have to look behind that. Is there any emotional problems or anything like that? Конечно, это сифилитический, но посмотрите, может быть, там есть уже есть и другие какие-то проблемы, какая-то эмоциональная травма. And treat that one. И нужно это лечить. So this addiction can come from craving for that particular substance or as secondary to some other suppressions. Потому что, например, эти желания пищевые могут быть связаны с подавлением, с каким-то предварительным подавлением чего-то. I told you in our college we had a special OPD, special treatment for that. We were giving mostly Staphysagria because many people have because of their offended ego and everything they resort to alcohol.
Например, в частности, у нас в нашем колледже есть место, где мы лечим алкоголизм, и основным препаратом является стафисагрия, потому что у этих людей как бы ущемленное эго, и вот у них потребность в алкоголе из-за ущемления эго. У нас уже очень мало времени, но мы постараемся еще пару вопросов. После зачатия у женщины 40 лет кровь в стуле. На нуксвомика все хорошо, но есть небольшой возврат. Какой антимиазматический препарат дать дальше? Woman 40 years old, she had some disappointment, like personal disappointment, and she developed the blood in her stool. On nux-vomica 1M, everything is good, but there is some recurrence. What would you give as anti-miasmatic remedy after? Sulfur. 1M. 1M. Yeah. Complementary to Nexomica. And because Nexomica helped, you can go to sulfur. Если нуксвомика помогла, можно дать сульфур 1М. Следующий вопрос. После вакцинации, этот уже отвечали, у пациентки острое воспаление коленных суставов переходом в тазобедренные суставы. Началось с правого коленного состава. Беспокоит боли, холод в ногах. Хрусток с бриони, аконит, туберкулином дали незначительный эффект. Хепарсульфур снял холод. Какая дальнейшая тактика? The patient have acute inflammation of knees, and it's going up now from knees to the hip. And everything started from right knee. There is a pain. Chilliness in the legs. Rus, bryonia, aconite, and tuberculin gave some very insignificant change. Only after heparsulfur, she doesn't feel chill in this. What would you recommend? After heparsulfur, how is it? Chilliness, just chilliness. Because it was chilliness in legs. After heparsulfur, chilliness in legs is better. Okay. Why can't you try Ledampal or Pulsatilla? Попробуйте лидум и пульсатилу. Do we have time? Okay. Пациентка what is the approach to the treatment of hemorrhoids combined with psychotic miasm, painful bleeding and itching? Как вы будете лечить геморрой, где есть комбинирование в комбинации с psychotic миазмом, болезненный, кровотечение и зуд? You said hemorrhoids for psychotic patient when there is a pain, bleeding, and itching. What would you? No, hemorrhoids is basically psora plus syphilis. But if the patient has a high predominant psychotic, it will be very worse. То, что я говорил, что у пациентов геморрой это более сифилитический, но у психотических пациентов оно очень ухудшается. Это становится хуже. Они больше страдают. И на регламент. Да. Ну вот я регламентом не занимаюсь. Okay, finished? Yes, we are. Okay, you want to go also. Thank you, Dr. Roman, and thank you, Dr. Ita, for the wonderful translation, and Dr. Olga for arranging everything. So we will meet next month for the next session of our chronic diseases, and we will meet every month on one Thursday. Окей, еще раз огромное спасибо всем, доктору Роману, Ольге и мне тоже за перевод. И большое спасибо всем, кто присутствует. И мы встретимся в следующий раз, как мы говорили, 8 апреля, и будем встречаться дальше раз в месяц по четвергам. Всего хорошего, спасибо. Thank you very much, Dr. Джос, from everyone. Thank you for patient hearing. До свидания. Спасибо большое за ваше внимание и то, что вы внимательно и терпеливо слушали. До свидания. Thank you very much, everyone. Thank you very much. Thank you. Okay. Bye-bye.